Далеко не каждый человек видел дикого скакуна хотя бы раз в своей жизни. Этих животных можно встретить не везде. Есть страны, в которых водятся такие лошади, но даже там они являются большой редкостью, к примеру, в Великобритании. В этой местности часто наблюдаются сильные приливы и отливы морской воды. При отливе берег подсыхает, и здесь быстро вырастает трава, служащая хорошим кормом для животных. Вот и дикие лошади периодически любят прогуляться по берегу в поисках любимого лакомства. Спустя какое-то время вода возвращается, тем самым размягчая почву. Из-за этого явления в некоторых местах можно встретить небольшие болотца, в которых легко застрять. Именно такое печальное происшествие случилось с одним диким скакуном. Это была вполне зрелая кобыла, тонкие ноги которой полностью погрузились в вязкую грязь. Рядом с ней находился маленький жеребенок, он был сильно встревожен, но ни на миг не покидал свою мать. В какой-то момент этим двум улыбнулась госпожа Фортуна, по берегу прогуливался мужчина, который заметил животных, и не прошел мимо. Этот человек не знал, как действовать для спасения скакуна, но очень хотел помочь несчастному животному. Вся опасность ситуации заключалась в том, что вскоре ожидался сильный прилив, и нужно было успеть вытащить лошадь из болота до момента приближения воды. Понимая тот факт, что самостоятельно он не справится, мужчина решил воспользоваться своими связями. Он позвонил знакомому волонтеру из Общества защиты животных и объяснил суть ситуации. Мужчина пообещал оставаться рядом с животными до приезда спасателей. Более того, он лично хотел участвовать в освобождении дикого скакуна, понимая, что еще одна голова и пара рук обязательно пригодятся в непростом деле. Теперь это было его гражданским долгом. К счастью, специалисты прибыли к назначенному месту очень быстро, не прошло и получаса с тех пор, как они договорились о встрече. По приезду волонтеры увидели перед собой душетрепещущее зрелище, обессиленная кобыла лежала в болоте и грустно смотрела вдаль. Лишь изредка она пыталась проконтролировать взглядом своего малыша, хотя поводов для беспокойств не было, жеребенок все время находился поблизости. На первый взгляд лошадь была здоровой. Вот только ее силы действительно оказались на исходе. Неизвестно, сколько времени ей пришлось барахтаться в грязи ради попытки выбраться из болотистой ловушки. Но, судя по текущему состоянию животного, борьба длилась давно и отняла все силы. Когда волонтеры приблизились к лошади, они смогли прояснить для себя несколько важных моментов. Оказалось, что скакуна угораздило запутаться в какой-то веревке. Это сковывало движение животного, поэтому кобыле не удавалось нормально сопротивляться. Ее брыкание получалось каким-то неуклюжим и неполноценным. Спасатели осторожно окружили лошадь с тех сторон, где это было возможно, чтобы самим не застрять в грязи. Они слегка опасались дикого скакуна, прекрасно зная, какими агрессивными те бывают. Люди также решили не торопиться из гуманных соображений. Спешка была ни к чему. Им не хотелось причинить лошади еще больше стресса, ведь бедняга и так настрадалась. Маленький жеребенок сильно всполошился при появлении людей, а поведение его матери предсказать было невозможно. Ситуацию значительно облегчал тот факт, что лошадь не была травмированной. Она лишь запуталась и застряла в болотистой местности. Нужно было срочно вытащить кобылу до того, как снова придет большая вода, поэтому любое промедление было недопустимым. Мужчины все же отважились подойти к животному вплотную. Раз лошадь прочно застряла в болоте, она не могла представлять большую опасность, тягучая грязь сковывала ее движение. Когда люди оказались возле кобылы, жеребенок всполохнулся и ускакал подальше вдоль берега. Люди отнеслись к его решению спокойно. Пока что не было никакого смысла его ловить. Малыш, по сравнению с матерью, находился в полной безопасности. А это значило, что первым делом нужно спасти взрослую особь. Побег жеребенка оказался на руку спасателям. Им стало проще подступиться к кобыле, никто не мешал и не отвлекал их. Один из волонтеров начал тихонько разговаривать с лошадью, а затем принялся аккуратно поглаживать ее по голове. Так было нужно, чтобы успокоить животное и вызвать его доверие. Ко всеобщему удивлению, лошадь положительно отреагировала на действия спасателя.
Своими умелыми действиями парень значительно разрядил накаленную обстановку. Через несколько минут кобыла полностью утихомирилась, присутствующие перестали вызывать у нее страх. Даже со стороны было заметно, как тело лошади расслабилось. И это было к лучшему, поскольку ей и так недоставало энергии, а любое ненужное сопротивление отнимало бы много сил. Взаимодействие с людьми придало лошади сил. Она несколько раз попыталась подняться из грязи, однако проблема не решалась так просто. Кобыла снова заняла лежачее положение и грустно склонила голову. По берегу динамично прискакал жеребенок. Ему снова захотелось быть поближе к матери. На этот раз он никого не боялся и вел себя достаточно уверенно. Заприметив своего малыша, лошадь предприняла еще одну попытку подняться, но это продлилось не дольше пары секунд. Болото словно засасывало животное обратно. После непродолжительных пауз лошадь раз за разом пыталась выбраться. Сначала она освободила одну ногу, а затем, собравшись с духом, сумела встать сразу на 4 ноги. Волонтеры обрадовались и помогли животному полностью преодолеть последние сантиметры западни. Ее поддерживали со всех сторон, когда та выбиралась из грязи. Кобыла наконец-то оказалась на прочной поверхности, вместе со своим жеребенком. Ее походка была слегка неуклюжей. Лошади понадобилось еще какое-то время для обретения уверенности в собственных силах. Чуть позже люди порадовали жеребенка и его мать небольшой трапезой, после чего попрощались со скакунами и сели по машинам. Пришло время отправляться по другим делам. Здесь их больше ничего не держало, кроме воспоминаний об этом событии. Волонтеры были несказанно рады счастливому финалу этой истории. Они поблагодарили мужчину за бдительность и неоценимую помощь в трудном деле. Эта история получилась очень трогательной и поучительной. Как бы пафосно это ни звучало, но человеческая доброта – это отдельный вид искусства. И как здорово, что в этом мире можно найти людей, способных на настоящий подвиг. Теперь лошади и ее малышу ничего не угрожает. Они могут вернуться к своей привычной жизни, а храбрые волонтеры продолжат выполнять свою миссию уже в других местах без самопиара и хайпа. Приехали, спасли животное, уехали помогать другим. Молодцы, мужчины.